Вот знаете, что это такое? Это беспроводная зарядка со стандартом, его называют по-китайски, но я его называю QI2. Вот его Qi там называют, короче, напишите, как правильно. Для меня это QI2. Но это зарядка, которая позволяет заряжать по беспроводу и использовать смартфон одновременно, вплоть до того, что играть. А знаете почему? Потому что здесь у нас охлаждение одновременно. Смартфон будет холодный, а это означает то, что при зарядке, как обычно, знаете, во-первых, он совместим с MagSafe, то есть он отлично коннектится к, допустим, вот у меня есть, видите, у меня есть Google Pixel 10 Pro, есть Google 8, но в Google 8 не было встроенного магнита полноценного, а в Pixel 10 есть. И поэтому здесь вот уже такой, как в MagSafe конкретный момент, то есть он полностью совместим, при этом с активным охлаждением. Есть кнопочка, которая позволяет выключить охлаждение, и он очень-очень тихий. И это все позволяет одновременно использовать и зарядку, и использовать смартфон. Объясню. 25 ватт. Отлично. Ток холостого хода 1 ватт всего лишь. При том, что вот эта зарядка, это бренд Ugreen, и она кроме того, что 25 ватт, она поддерживает Power Delivery. То есть вы можете воткнуть его в Power Delivery в Type-C, в любой зарядник и иметь очень достойное решение. Ссылку на него я сразу вам закидываю в описании под видео. Она стоящая штука, мы просто сейчас будем ее тестировать. Ссылка в описании под видео. Ссылка на зарядники, достойные зарядники для такой штуки, тоже в описании под видео. А мы с вами подписываемся, нажимаем колокольчик и переходим обозревать. Но перед этим хочу сказать, что если вы не знаете, где купить проверенные ТВ-боксы в Украине, то Технозон.com.ua. А ТВ Технозон.com.ua — это подписки на фирменные украинские сервисы, стриминговые, официально и дешевле, чем на самих сервисах. Поэтому переходим. Мы на AliExpress. Ну и как мы видим, Ugreen MagFlow Pro QI или Qi, как они там читают. 2.2, при этом 2.2, даже не 2, 25 ватт, магнитная для iPhone, для всего остального, ну не только для iPhone, как мы понимаем, да, для любого смартфона, который это поддерживает. При том, что Ugreen действительно имеет большой опыт в производстве именно такого рода устройств. Я делал когда-то обзоры на вот такие вот пауэрбэнки, именно тоже с беспроводной зарядкой. И давайте чуть дальше сделаем, вот так вот уменьшим. Поехали, почитаем хайлайты. 1,5 метра кабель, QI2, 25 ватт, сертифицировано, на секундочку, магнитный холд. И у нас, они пишут, что там не элемент пельтье. Хотя я сильно сомневаюсь, потому что он прям работает как элемент пельтье. Не знаю. Смотрите, пишут, что вентилятор, ну да ладно. Дальше у нас чего тут? 25 ватт, магнитка, одна кнопка активации кулера, это понятное дело. А вот мне интересно, какой же здесь просто кулер пишут, просто кулер. Ну ладно, будем считать, что просто кулер, хорошо, не элемент пельтье. Но вот просто, прям у меня есть кулеры на элементе пельтье, вот прям похоже. Ну ладно, хорошо, сделали так сделали. Теперь дальше. Есть защита от перезаряда, смотрите, от повышенного вольтажа на входе, от высокой температуры, от короткого замыкания, от оверампеража, скажем так, статическое электричество, защита. Смотрите, детект других объектов, имеется в виду, что если попала какая-то металлическая там скрепка под него или что-то еще, то это все есть. Ну, поддерживает для айфонов 12, 15, до 16, 17 это будет 25 ватт. Ну, например, там какие-то смартфоны, там Samsung, которые поддерживают, или Xiaomi, которые поддерживают больше 25, они будут тоже 25 брать. Поддержка MagSafe. И что у нас тут еще? А больше ничего интересного нет. Package Display. Короче, ссылки, как я уже говорил, в описании под видео. Давайте перейдем с вами, распакуем, тестанем и вернемся на выводы. Давайте посмотрим, что у нас в Ugreenчике. Да, мы видим сразу 25 ватт, двойная Sleep and Charge. То есть прилепил и заряжаешь. Двойная охладительная система, 1,5 метров длина у нас кабеля. И что у нас сзади? Сзади они у нас расписали вольтажи. Кстати, максимальный вольтажик, ну-ка посмотрим, здесь у нас, по-моему, 15 вольт, 3 ампера, да, 45 ватт это потребление, то есть имеется в виду 25 ватт зарядки, 25 ватт питания. Давайте открываем дальше, что у нас есть. Внутри у нас есть только сам зарядник, по-моему, и кабель. Ну да, и кабель. Давайте вскрываем.
Ух ты, какой он крутой, он тяжелый. Слушайте, тут активное охлаждение, сзади вот этот вот QI2, хотя многие говорят Qi2. Объясните мне, как правильно, напишите мне Qi2 или QI2, или как вообще. Так, видим диффузоры охлаждения, очень похоже на то, что с элементами пельтье, ну то ладно. Открываем кабель и смотрим, кабель прикольный, действительно 1,5 метра, это очень хороший плетеный кабель от Ugreen. Смотрите, какая длина. И давайте сразу его подключим в зарядочку. Я использую Югу, зарядку свою 140-ваттную Power Delivery. Вот она, пожалуйста, посмотрите. Ух ты, вообще никаких признаков жизни. Давайте попробуем подключить. Оба, магнитится очень прям хорошо. Прям топово. Я вам говорю серьезно, то есть, а ну, смотрите, зарядочка пошла. А слушайте, прям ветерочек пошел. Смотрите, что я еще хочу попробовать. Я хочу подключить тестер и посмотреть, какие стандарты быстрой зарядки, вот как оно гоняет стандарт быстрой зарядки и сколько ватт возьмет. Смотрите, ток холостого хода 1 ватт, по факту Power Delivery 3.0. Включаем и смотрим. Сейчас мы проверяем через чехол. 12, а ну смотрите, 12 пик, 13 перешагнула, 14 ватт. Давайте 15. Ну, давай, натягивай. Ну, тут еще надо, понимаете, чтобы ваш смартфон поддерживал такие ватты. 17 я вижу. Почти 18 ватт. Дело в том, что это Google Pixel, у него не самая быстрая беспроводная зарядка. Тут надо ориентироваться на какие-то там, допустим, там Xiaomi, допустим, на Samsung последние и тому подобное. Но этот прям заряжает. И что самое интересное, он очень холодный. То есть, действительно, смотрите, я снял, а он сзади холодный. Давайте снимем чехол и попробуем опять его без чехла. Будет ли разница у нас в напряжении? Ой, прям, смотрите, весь вымазался, уже носил в чехле. Смотрим. 11, 12, я думаю, то же самое будет. Я не прогнозирую здесь большой разницы. 14 ватт. Слушайте, вот я, честно говоря, думал, что элемент пельтье, прям, потому что, во-первых, держится. Слушайте, ну держится прям топово. Я ее телепаю и ничего не отпадает. 18 ватт, короче. Пиково 17,9, 18 ватт. Давайте, сейчас. Ну, у меня вопросов нет. Он прям холодный-холодный. Ну, давайте сейчас еще оторвем. Холодный, вообще холодный, на ощупь холодный, и он холодный, и сама поверхность холодная. То есть вы можете реально использовать этот смартфон во время зарядки беспроводной. Обычно беспроводная зарядка в старом варианте без активного охлаждения, она нагревала смартфон настолько, что у него могли появиться желтые полосы на экране со временем, выгорание экрана и тому подобное. То есть раньше это была прям проблема, а сейчас он действительно очень сильно охлаждает. Для меня это прям открытие. То есть я могу спокойно использовать. Короче, давайте так. Зарядочка честная. Ну, очень удобно, что, конечно, видите, и с чехлом, и без чехла. То есть здесь нативный у нас магнитный, даже без кейса она работает. Смотрите, прилепилась. И действительно, и с кейсом, и без кейса держит очень сильно. И при этом, опять же, набирает до 17 ватт в пиковом значении. То есть, ну, тут еще надо ориентироваться на то, на какой процент заряда батарейки, какой смартфон. Ну, в общем-то, я думаю, что зарядка очень достойная. Я думаю, надо пройти и сделать выводы. Играть, конечно, можно. В качестве выводов скажу, хоть это и не элемент пельтье, но он на фане, но вот очень достойная штука. Мне настолько нравится. То есть, смотрите, я держу за него, я прям мотыляю смартфоном. И только если очень сильно уже там придавать какое-то усилие ускорения, он может отпасть. Это безопасно, и это еще, кстати, через чехол. На секундочку. Это безопасно, это у вас не пожелтеет экран. Потому что знаете, какой эффект был на старых беспроводных зарядках, там где не было охлаждения, там выцветал экран в айфонах. Это я помню даже. В старых, кстати. Поэтому, ребят, мои рекомендации есть. Прям топ штука. Недорого, кстати, стоит, ну, для такой штуки. Уже там решать вам дорого, недорого, у каждого свои запросы. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока.